Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке покажу, как можно использовать вот такие малюсенькие клубочки. Мы будем с вами вязать красивые разноцветные мотивы. Подробно покажу и расскажу каждый этап. У меня это остатки пряжи Ярнар джинс, где хлопок наполовину с акрилом. Ну, некоторые клубочки, они вот, где пряжа чуть-чуть потолще, это тоже хлопок и акрил, но пряжа немножко другая. Пряжа это у меня вот такая, нака. Это тоже хлопок с акрилом, но она чуть поплотнее. Здесь в 100 граммах 200 метров. И понадобится нам для вязания крючок номер 2,5. Итак, приступаем. Делаем кольцо амигуруми. Захватываем нить. Провязываем воздушную петлю, вытягиваем далее петлю. Вот так вот проворачиваем и провязываем первый столбик с одним накидом. Не получается, если у вас, просто провязываете 3 воздушные петли. Далее в кольцо мы провязываем еще 11 столбиков с накидом. То есть всего их вместе с первым должно быть 12. Итак, смотрите, у нас 12 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Можно обрезать нашу ниточку. Стягиваем кольцо. Вытягиваем эту петлю и находим петельку, которая между первым и вторым столбиком. Чтобы у нас была красивая серединка, мы красиво закроем. Вот так вот вытянули. Теперь заходим под перемычку и полупетлю с изнаночной стороны и делаем вот такую вот тоже косичку, как и везде. Вы должны просчитать, их должно получиться у вас 12. 12 вот таких вот косичек. А здесь с изнанки, в принципе, хвостики можете связать на узелок, спрятать. Сейчас я спрячу, переходим на второй ряд. Итак, вот серединка у нас есть. Теперь мы будем вязать цветочек. Цветочек буду вязать из пряжи, которая чуть-чуть поплотнее, чтобы придать немного пышности. Вот это, которое я вам показывала, пряжа Нако. Так, делаем узелок. Вот так вот прокручиваем. Это мы делаем в любом месте, в принципе, заходим под косичку. Провязали один раз. 2 петли на крючке остается. Далее сюда же, сделав накид, раз провязали, петелька остается. Теперь 3 петли на крючке. Накид еще раз провязали, 4 петли на крючке. Теперь провязываем все петельки вместе, кроме последней. Вот 2 остаются, провязали вместе. 2 воздушные петли, делаем накид и под следующую косичку делаем то же самое. 2 провязали, 2 остаются. Накид, то есть не довязываем столбик с одним накидом. Делаем такой пышный столбик с одной вершиной. 4 петли на крючке, 3 провязали, остается 2, довязали 2. Раз, два, 2 воздушные петли. И под каждую косичку мы проделываем то же самое. То есть у нас должно получиться таких 12 лепестков. И между ними 2 воздушные петли. Довязываем. Получается вот такая ромашка. Итак, довязываем наш цветочек. Провязали, закрепили. Я уже нить обрезала. Нам еще остается провязать 2 воздушные петли. Раз, два. И, в принципе, тоже вытягиваем нить. Заходим, смотрите, под эту косичку. Вот здесь узелок. Видно, где мы начинали. Заходим под эту косичку. Вытягиваем нить.
у меня раздвоилась, под косичку. Вытягиваем нить. И вот здесь вот под петлю, полупетлю. Все, вытянули. Вот вы его можете развязать, чтобы с изнанки не было узелка. И просто вот эти две нити связали в узелок и спрятали хвостики. Далее будем делать лепестки. Берем зеленую нить. Опять же мы завязываем узелочек. Вот так вот накинули, чтобы сделать первый столбик с накидом. И в уголок провязываем столбик с накидом. 1, 2. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Идем под следующий цветочек. Вот сюда провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. И переходим формировать угол. Угол. Здесь у нас частично угол сформирован. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли под следующий цветочек. Мы провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Далее формируем угол. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Продолжаем точно так же вязать и формировать углы. Как сделать в конце, чтобы красиво завершить, я вам покажу. Итак, смотрите, как мы заканчиваем. Нам надо довязать еще вот этот угол. Так, здесь у меня 3 воздушные петли и довязываем угол. Провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И нам надо сюда довязать еще, так как у нас было здесь 2 столбика, довязываем еще 1. Все, обрезаем нить. Вытягиваем. Заходим между двумя первыми столбиками. И выходим вот так вот с изнаночной стороны, полупетля и перемычка, вышли. Опять же говорю, вот этот узелочек можно развязать, чтобы он нам даже с изнанки не мешал. Сейчас я его развяжу. Вот он легко развязывается. Эти 2 ниточки вы можете связать на узелок, хвостики спрятать, и тогда даже с изнанки ничего не будет видно. Все, и прячем хвостики, обрезаем нить. И сейчас мы с вами провяжем последний ряд. Опять же берем маленький клубочек, делаем узелок. Мы сейчас будем провязывать полустолбики с накидом, но мы все равно сделали вот такой накид. Заходим в уголок и провязываем все петельки вместе. 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, снова полустолбик с накидом, 3 петли провязали вместе. Так мы вяжем полустолбики. Вот эти над зеленым все провязываем полустолбиками, 3 полустолбика. Так, а здесь смотрите, как мы красиво сделаем. Мы делаем накид, и в эту арку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1,
2, 3. Далее снова у нас полустолбик. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 полустолбика. 1, 2, 3. Уголочек это полустолбик, 2 воздушные петли и снова полустолбик. Далее мы повторяем то же самое, как мы провязали эту грань. 3 полустолбика с накидом, 3 столбика с накидом, 1 полустолбик, 3 столбика, 3 полустолбика. И угол, вот как мы здесь сформировали: полустолбик, 2 воздушные петли, полустолбик. А я уже покажу, как закрыть этот ряд. Итак, практически довязали. Я опять же уже обрезала нить. Вот здесь, провязав 3 полустолбика, нить вытягиваю, захожу под вот эту свою, захожу, смотрите, под вот эту косичку, не первую, которая у нас сформировалась, которую мы провязывали первый полустолбик, а следующая. Вытягиваю и вытягиваю с изнанки. Все, узелок этот опять же советую развязать, как хотите, можете не развязывать. Связали в узелок, спрятали хвостики. Сейчас покажу, померяем размеры, покажу, как выглядит изнанка, лицо. Итак, смотрите, вот такой мотив у меня получился. Вот лицо, вот идеальная изнанка. Идеально, абсолютно. Вот еще один мотивчик. Лицо, изнанка. Размеры, смотрите, сколько. Размеры 7 сантиметров, 7 на 7. Итак, еще на канале есть у меня несколько видеороликов, как их соединить между собой. Все края у нас остались ровные, без каких-либо узелков, чтобы удобно было соединять. Поэтому, если была вам полезна, если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока!